Вы даете право на запись этого интервью и публикацию этого интервью? Да. Как вас зовут, фамилию можете? Филатов Николай Андреевич. Год рождения? 24 февраля 1994 года. Откуда вы? Родом Республика Алтай, Шкоксинский район, село Абай. Как вы оказались в Украине, коротко? Ну, поехали на учение, получается, Когда? где-то 13 января. Поехали на учение и, получается, нас потом перебросили, ну, перебрасывают постоянно, пункт дислокации меняли. И последний раз нас отправили на границу с Республикой Беларуси. С Белоруссии 23 числа в ночь, получается, нас перебросили границы с Украиной. Да, и потом пересекли. Ваша супруга. Алло, слышишь? Алло, привет, сладкая. Алло. Можете взять Привет. телефон? Слышишь меня? Нормально все? Да, слышу тебя. Все хорошо. Че, как ты сама? как там? Я нормально, все хорошо, жив, здоров. Все нормально? Да, Правда? да, все хорошо. Как нога? Да, все, прошла нога, нормально зажила. Ну, дети как там? Да, хорошо. Всё. Смотри там. Что, Можете один вопрос задать? Как относится всё супруга красиво, всё нормально. к тому, что происходит в Украине? Я должен знать. Спросите. Сладко, вот тут вопрос это, вот как ты относишься вот к этой всей ситуации? Просто вот меня на видео снимают, надо, чтобы ты ответила. Как ты относишься к происходящему? Ну, естественно, нормально. Так как сейчас вот это все происходит, сейчас много чего говорят. Я вообще не понимаю, зачем это все. Я тоже не понимаю и не знаю, зачем мы сюда приехали. Ага. Пусть скажет Ну, телефон. сегодня сообщили Ну ты это про Артема. сможешь моей маме номер дать? У меня нету связи. Да все, нет связи. Нет связи. Все. Ну ты Давайте как дозвонишься, по-своему минутку говорите. доедешь, позвонишь там, это, поговоришь с ней, скажи, все хорошо, живой, все нормально. Да нормально. Ну все, не беспокойся. Ну тогда аккуратно тоже смотри, там, а то говорят, ФСБшники домой ходят, там угрожают тоже что-то там потихоньку, чтобы ничего там типа не выходило никуда. Так что аккуратно смотри, о детях думай тоже. Давай, сладкая, позвоню как смогу. Все, давай, моя сладкая, давай. Ну я смотрю, вы призываете жену никуда не выходить, там никакие Ну, она, митинги, никуда не. ну, на митинг, а там уже ФСБшники работают, говорят, уже прям крепят. И звонят тоже, и жене уже звонили, там, угрожали, что это, типа, вот муж ваш, типа, вот сидит со мной, типа, на зоне, говорит, типа, этажом выше, вот если вы там не заплатите денег уже, типа, вот когда первый раз звонила, числа 10 где-то марта, и вот она говорит, что угрожает, если не заплатит денег, то мы поднимемся на этаж выше, типа, и убьем вашего мужа. Всё, но я уже сказал, что это провокация, типа. Но я на каждом втором видео говорю, что украинцы никаких денег не требуют. Да, это и номера-то наши российские, получается. С ваших же российских? Да. Я сразу, ну, я сказал, что заявление написала. До какой степени тупые люди? Я еще хочу вам одно видео показать тоже про не очень умных людей. Смотрите. Сукроповская хата, например. Укроповская вареница. Укроповская вареница. Свои сигареты. Он же записывается. Как вам? Вот это у нас мегавой сепаратюга дикий. Вы тоже вели себя вот так? Вот, зашли в квартиру прыгали? Сестру набрать на одну минуту. Ну, привычка, блядь. Я даже не знаю. Пидорас ебаный. Нутеллу, видите, не первый раз в жизни Нутеллу увидели. Что вы можете сказать вот такое поведение? Как нам к вам относиться? Понятно, вы когда попадаете сюда, вы все говорите о том, что вы хорошие ребята. Все, да, как один. И все как один, которые попадают на видео с той стороны, все какие-то... Ну, так как я могу сказать, это по беспределу. Потому что, ну нельзя так, это чересчур, как бы, для военного, я думал, статус как бы военный, то, что это не как сброд, как бы сказать. Сколько вы вообще служили? Да? 6 лет служил, но только участвовал в учениях максимум, и все. Где-то там, в таких не был. Какая у вас специальность? Да. Не понял. Военная специальность какая? Командир танка.
Ну вы как командир танка, наверное, можете чуть больше рассказать, да? То есть вы же сюда ехали в Украину, вы же знали, что вы едете. Ну, мы изначально ехали на усиление границы, и все. А когда мы пересекли границу, нам ничего не говорили, мы просто ехали в колонии, и как бы, ну, у меня танк потом закончил соляр, и меня просто бросили, и все, с экипажем. Сколько в колонии машин было? Мы шли РТГРом, получается, у нас 4 танка было, 2 танка, один там где-то в деревне в столб врезался, другой с дороги съехал, там, в болото. И мы вот 2 танка шли, получается, и пехота БМП, ну, штук 12-10 где-то шло. И там и КамАЗов штук, ну, также где-то 10. И все, я То вот есть, отстал. получается, где-то 10 КамАЗов, это пехоты было человек 500, наверное. Нет, нету столько. РТГ, ну, человек, наверное, 60-70 было. В КамАЗе сколько? 30 человек. Да, и КамАЗы не с людьми шли, получается, а с имуществом, там, боеприпасы и сухпайки, вот это шло с нами. Ну и какая судьба колонны? 2 танка ушло, на 2 вы ехали, и еще 20 машин было. Все, потом мы приехали, вообще вот 28 числа нас отправили, типа, на перекресток, как разведку, типа. Когда вы в Украину зашли? Да, мы Нет, все, когда, дата? 24 февраля утром, часов с 7 до 8 часов где-то мы заходили. И все время мы потом вот до 28 числа катались, получается, ехали, постоянно ехали. Меня Когда первый бой был? 28 числа под Черниговым, получается, вот где меня Ну. подбили. Сразу почти. Подбили твой танк? Да. Все, где экипаж, я не знаю. Ну, а 4 дня вы ехали до 28-го, вы что делали? Мы просто ездили, получается, везде. Вот везде ездили, там вокруг, ну, по полям ездили, застревали постоянно, вытаскивали. Потом доехали. Ну вы ездили по Черниговской области, получается. Да. Так это зашли со стороны Беларуси. Да. От Беларуси до Чернигова 70 километров. Я не знаю, мы долго ехали, мы вот... 70 километров. Нет, больше мы проехали. Мы ехали как-то в объезд, получается, как нам объясняли, типа, вот поедем по Суду в объезд. Мы вообще далеко как-то проехали, круг Хорошо, сделали. обстреляли колонну. Сколько техники? Ну, не обстреливали, мы просто ехали и все. Получается, доехал до перекрестка на сторону Чернигова, село Халявино доехали. И вот нас 2 танка в колонну поставили, 2 танка и 4 бэхи, БМП. И мы, получается, поехали в сторону Чернигова, сказали, доедете до перекрестка, разведуете, типа там, и обратно поедете. Мы доехали до перекрестка, и все, получается, никого не было, и нам, типа, какой-то подполковник сказал, ехайте вперед дальше, и все. И, получается, за 2 танка он выставил вперед ехать, и 1,50 м сзади 4 БМП ехали. И все, мы вот в сторону города ехали, и вот там не мост, как-то возвышенность такая дороги была, получается. Я только поднялся, 2-й танк отстал тоже метров на 20, где-то 25. И все, и тут крики какие-то в радейку, я еще с люка вот так вылез, получается, назад смотрю, и механику говорю, разворачивайся, уже стемнялось, получается, темно было. Мы только развернулись, и все, и в башню мне прилетел снаряд, и я уже, получается, сознание потерял. Чуть-чуть очнулся, чувствую, что мы съезжаем с дороги, прям высоко съехали с дороги, и еще раза 2, наверное, 2 снаряда в нас прилетело, не знаю, с чего стреляли, и вообще прям, я вылез с танка еле-еле, получается, экипажа уже не видел, и у меня в глазах все троилось, прям, я еле-еле на дорогу выполз, и все, очнулся в лесополосе, ну, не знаю, километров, наверное, 5 ушел как-то, обратно шел, заблудился и вышел прям на дорогу эту, где танк, получается. Все, взял автомат и пошел в обратную сторону. И ногу, получается, растянул. Думал, сначала сломал, но растянул. И шел хромая, получается, очень долго. Где-то с утра шел до обеда, прошел и дошел вот до начала Халявина, получается, до села, и меня взяли в плен. А в плену как относились? В плену относились нормально. А вот смотрите, вот такие вот есть фото у нас, видео, да, расстреливают с танков мирных людей. Вот просто едет танк российский, да, и едет автомобиль с мирными людьми и просто стреляет в них. Вот как вы за эти 4 дня не успели ни в кого вот так вот? Нет, у нас командир роты изначально, когда мы границу пересекли, по радейке сказал, чтобы, не дай бог, чтобы, ну, по людям, чтобы не стреляли, получается. И вообще, если в люди будут дорогу заграждать, что
разворачивались обратно и проезжали за городом как-то, чтобы, ну, объезжали колонны, чтобы такого, ну, не Ну стреляли. окей, теоретически в начале первых 4 дня это могло быть так, потому что потом... Но не 28 числа. Да, ну, 20. 28 числа уже были. Ты что-то сказать хочешь своим? Нет, тут вопрос конкретный, что ты можешь сказать россиянам, вообще, которые вот уже в Украине, и тех, которых отправляют в Украину, что ты им можешь посоветовать? Ну, парням, которые находятся в Украине, я могу посоветовать, чтобы сложили оружие, либо сдались, либо шли обратно. Но, как говорят, там обратно не пускают, я не знаю. Вот, парни, держитесь как-то и не сопротивляйтесь, как бы лучше не воевать. А те, кого там пытаются собрать с России, парни, лучше отказывайтесь и сидите семьями. Потому что вас здесь хорошего ничего не ждет, кроме смерти. Давай, может, попробуем еще. Давай систему. попробуем, давай, я думал уже просто. Не, ну, просто Окей. меняемый человек. Ну, меняемые, так, все меняемые Ну, практически. когда тут разговаривают, да. А когда с автоматом, так. Ну, ты же понимаешь, что мне сами люди пишут, что я гуманизирую якобы, Сообщение после звукового сигнала. Выключим телефон. а я никак не могу Ну, мы себя вести попробуем. как журналист иначе. То есть, ну, что ж мне, как мне быть? Отвечаю. Давай.